Всем привет! Ремастер уже привычного нам ранее Сан-Андреаса бесспорно лучшее явление в истории разработки видеоигр, и помимо очевидного улучшения качества всех игровых аспектов, индийские таланты цифрового искусства решили перед нами раскрыть в своем существе 7 чудес света, которые, возможно, вы и сами успеете увидеть в игре, пока их не пофиксят, разумеется. Сегодня мы познакомимся с настоящими чудесами. Ух ты! Первое чудо ремастера – это технологический прорыв, благодаря которому игрок может довольствоваться просторными комнатами в доме, ведь мебель будет исчезать, когда мы не планируем ею пользоваться. Технология умного дома совершенствуется, и теперь выезжающие из-под стен столы и кровати – это прошлый век. И сразу небольшая инструкция. Чтобы увидеть такую новейшую смарт-мебель, нужно всего лишь стать с нею рядом и посмотреть на нее под определенным углом. Пока что такая роскошь доступна только владельцам дома с таким интерьером, как на пляже Санта-Мария. Но если разработчики не опустят руки, в следующих переизданиях нас ждет наверняка больше подобных веяний науки в бытовом применении. А заимствована эта технология была, вероятно, из модификации GTA Купянск, где можно было без проблем удалить холодильник подобным образом. Но в последних версиях GTA Купянск эта фишка актуальна, а вот в ремастере Сан-Андреаса было принято решение, что подобные блага еще рано раздавать простым гражданам. Второе чудо ремастера – это архитектурный шедевр, который можно увидеть в Лос-Сантосе в самом начале Бродвея напротив кинотеатра Regal. Раньше маленьким людям негде было жить, но теперь над бывшим залом славы Motion Picture располагается целый жилой комплекс с множеством комфортабельных номеров. В странах СНГ такие малогабаритные комнаты называют квартира-студия и сдают приезжим людям, между прочим, по немалым ценам. А еще есть апартаменты и магазины для людей с отрицательным значением гравитации, чего так сильно не хватало в оригинальном Сан-Андреасе. Подобная ситуация с мелкими комнатами и перевернутыми интерьерами есть и в Vice City, но в новом обновлении ее залатали, а в Сан-Андреасе мы можем и в текущее время наблюдать данное явление. А теперь эксклюзив только в Сан-Андреасе. Интерьер для людей, предпочитающих горизонтальный образ жизни. Третье чудо – это необычный дар природы – стекло-хамелеон. Дверь из такого материала обладает необычайной прочностью, несмотря на проглядываемость насквозь. А в разное время суток изделие из такого стекла меняет свой цвет и его плотность. Например, с 7 до 13 часов эта дверь с небольшими колебаниями в прозрачности меняет цвет с белого на голубой и остается в нем аж до 18 часов, после чего материал приобретает благородный коралловый оттенок на 3 часа. Дальше, сменив очередной цвет на насыщенный оранжевый, начинает устремляться к синему за ближайшие 2 часа. Став синей в 23 часа, следующее изменение произойдет в 4 часа 30 минут, когда через фиолетовый тон за полчаса дверь становится бесцветной и вновь оранжевой к 6 часам. А после всего этого в 7 часов она замыкает цикл смены цвета, становясь белой и повторяя все то же самое согласно указанному времени. Увидеть собственными глазами такое явление можно в деревне Блубери в округе Ред Каунти, около трак-терминала. И даже последнее обновление не отняло у нас это явление. Вот так вот. Четвертое чудо – это открытие генной инженерии. Забудьте о долгих и безуспешных скитаниях на сайтах знакомств в поиске идеального партнера. Теперь вы можете сами выбирать, как будет выглядеть ваш избранник, и в любом случае, при необходимости, можно будет сменить его облик. Чтобы увидеть такое, достаточно взглянуть на эту ситуацию с определенного расстояния, независимо по горизонтали или по вертикали.
Такой себе скин-селектор от создателей ремастера. Выходит, что в игре есть условная мертвая зона, где игрок, уже заставив срабатывать появление пешехода, находится от него так далеко, что игра еще сомневается, что игрок достаточно близко, и начинает спавнить нового, который перекрывает собой старого. Я думаю, что подобная вещь существует и с массовым спавном автомобилей в одном месте, но это явление еще не изучено. Пятое чудо света – это невидимый мост через реку между Флинт-Каунти и Ветстоном. Такое сооружение может легко сбить с толку неопытного игрока, но бывалый в игре персонаж сразу заметит области, с которых видно его оригинальное расположение. А более продвинутый человек никогда не полезет в карман за координатами габаритов моста, ведь по своему опыту он должен ощущать их, руководствуясь только картой на радаре. Мост становится невидимым только при переправе по нему с восточной стороны на западную. Наоборот же, мост будет виден в первую половину поездки, а дальше можно будет продолжать движение, сохраняя направление транспортного средства, исходя из увиденных ранее габаритов. Чтобы проехать с запада на восток, я рекомендую выделить для себя визуальные ориентиры, чтобы удерживать свое направление в их пределах и не плюхнуться в воду. Такое явление исчезло в последнем обновлении, потому можно смело вносить его в список достопримечательностей своего времени, которое можно увидеть только в пиратках первого дня от момента релиза. Всем привет, ребята! И сегодня мы с вами построим невидимый мост в Minecraft Pocket Edition. Шестое чудо – это святейший источник, впадающий в реку в Back O' Beyond. Особенность этого источника заключается в том, что вода в нем настолько кристально чистейшая, что порой даже может показаться, что ее нет вовсе. Прыжок в такой чудесный источник абсолютно безопасный, и вы даже не почувствуете разницы между плотностью этих вод. Потому можно без проблем совершить переход между двумя водами как под, так и по воде, без нужды вылазить на берег. А если прикоснуться к камням, перекрывающим течение воды, игрок может утерять работу вестибулярного аппарата и ненадолго податься в вертикальное плавание. А еще более странно выглядит погружение транспортного средства под воду, которой визуально нет. Осталось ли это в нынешнее время? Да. И седьмое поистине чудо – это благодатный луч, который излучает свет в любое время суток. Находится он на северо-западе Лос-Сантоса, и его сияние раздается достаточно высоко и ярко, чтобы без проблем его увидеть с высоты во время пролета рядом. Бытует заблуждение о том, что этот луч светит ровно из-под центра Сан-Андреаса, но научно доказано, что это не так. Настоящий географический центр карты находится немного в ином месте, приблизительно тут. Пребывание в радиусе луча не поможет искупить все ваши грехи, да и от звезд уровня розыска не спасет. Но насколько же красиво это выглядит, учитывая то, что такое красное свечение теперь отсвечивает на нашем персонаже так же, как и под местами расположения пикапов для уникальных снимков. На моей памяти Сан-Андреас — это единственная игра, где в центре карты находится что-то интересное. Сначала это был утопленный столб, затем этот красный луч, а после последних обновлений теперь там и вовсе ничего нет, за исключением какого-то непонятного невидимого объекта, который создает красное свечение с одинаковыми перерывами, словно габаритные огни на крыльях самолета.
Странных и захватывающих вещей, наподобие этих, еще множество, среди которых некоторые даже не нуждаются в поиске. Они сразу находятся на протяжении выполнения миссий или простых поездок из города в город. А если вы лентяй или даже злостный ненавистник ремастера, принципиально не желающий играть в такое, то подобные вещи можно наблюдать на ютубе или на реддите. Особенно те, которые датированы первыми несколькими днями с момента релиза. А за просмотр всем спасибо. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы получать оповещения о новинках на нем. До новых встреч!